Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный, сочный, очень пропитанный, с большим количеством начинки торт Ария. Торт очень богатый во вкусе, нежнейший просто получается торт с ягодно-пудинговой прослойкой. Посредством этот торт получается недорогой. Готовить я его буду без сыра, без сливок, из самых простых и доступных продуктов. Итак, для бисквита мне понадобится 120 грамм муки, 30 грамм какао-порошка, 6 грамм разрыхлителя. Все я это перемешиваю и сухую смесь пока что я отставляю в сторону. 4 яйца среднего размера, небольшая щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара. Все это взбиваю до состояния пены. Добавляю туда сразу 120 грамм сахара. Взбиваю эту массу с сахаром примерно 1 минуту и добавляю туда 15 грамм кукурузного крахмала. И взбиваю теперь всю эту смесь примерно еще 7 минут. То есть в общей сложности я взбивал яичную массу около 8 минут. Добавляю туда 60 грамм растительного масла без запаха и 100 миллилитров молока комнатной температуры. Все просто перемешиваю, ничего уже дальше не взбиваю. Просеиваю туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Все это просто быстро перемешиваю венчиками. Ничего лопаткой я здесь не вмешиваю. Все перемешала до однородности. Обязательно прохожусь со стеночек и со дна посуды. Форма у меня без дна здесь, обычное кондитерское кольцо, 20 сантиметров в диаметре. Выпекать буду при 175 градусах, режим вверх-вниз без конвекции, примерно 40 минут. И пока печется бисквит, я уже готовлю ягодную начинку. 200 грамм у меня здесь мороженых ягод, они у меня разморозились. Туда же я добавляю 60 миллилитров воды и довожу все это до кипения. Как только ягоды закипели, сразу снимаю с огня. Ягоды я сейчас все перетираю через сито. Здесь у меня половина вишни и половина красной смородины. Смесь получается по вкусу очень удачная. 20 грамм кукурузного крахмала, 50 грамм сахара. Перемешала все это. Добавляю туда немножко вот от этой ягодной массы. Все очень хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. Всю остальную вот эту ягодную массу я отправляю, довожу до кипения. И когда уже масса у меня ягодная закипает, я вливаю туда крахмальную смесь. При непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном на умеренном огне довожу до кипения. Когда пойдут первые пузыри, провариваю примерно 30 секунд и снимаю с огня. Переливаю в ту емкость, где у меня ягодная начинка будет остывать до комнатной температуры. Обязательно накрываю пищевой пленкой в контакт, чтобы она не заветривалась. И готовлю пудинг. Здесь у меня 350 мл молока. Довожу это все в ковшике до кипения. 50 грамм сахара. 37 грамм порошка ванильного пудинга. Все это перемешиваю. Добавляю туда сейчас 150 мл холодного молока, перемешиваю. В закипающее молоко я при непрерывном помешивании аккуратно вливаю туда всю эту пудинговую смесь и в кастрюле с толстым дном на умеренном огне довожу все это до кипения. Как только пойдут первые пузыри, первые признаки кипения, провариваю еще примерно 30 секунд и снимаю всю эту смесь с огня. Добавляю туда сразу же 50 грамм сливочного масла. Можно прям холодного добавлять, как я это делаю. Очень важно, чтобы масло сразу все полностью растворилось у вас. И переливаю в ту емкость, где эта масса опять же будет остывать у меня до комнатной температуры. Не до холодного состояния. Накрываю также пищевой пленкой в контакт. И в принципе у меня уже обе начинки готовы. К этому времени у меня как раз испекся бисквит. Проверяю для вас сейчас деревянной шпажкой. Бисквит получается шикарный. Ему нужно дать остыть полностью до комнатной температуры. И можно его нарезать уже на коржи. Он у меня полностью остыл в форме. Извлекаю его из формы. Разрезаю его на 4 коржа. И шапочка у меня потом будет использоваться для обсыпки боковины тортика. Коржи получаются удивительные, нежнейшие, с очень ровной, тонкопористой структурой, без больших пузырей, несмотря на то, что мы взбивали ручным миксером. Итак, бисквит уже подготовили.
Пудинговая начинка остыла до комнатной температуры. Сейчас на весах я откладываю 350 грамм начинки пудинговой для крема. И остаток у меня будет использоваться для уже просто прослойки. Я ее перекладываю в кондитерский мешок. Вот это то, что будет для пудинговой прослойки использоваться. Вот так она выглядит у меня в кондитерском мешке. Всю ягодную начинку, она тоже остыла уже до комнатной температуры, я также перекладываю в кондитерский мешок. И завершаю приготовление шоколадного крема. 150 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю пару минут. Добавляю туда сейчас 100 грамм растопленного молочного шоколада, 40% какао. Можете брать даже 50% какао, чтобы была такая нотка, более такая яркая в этом торте. Взбиваю с маслом до однородности просто и добавляю туда сейчас по 1 столовой ложке вот эту всю порцию пудинговой начинки, которую мы взвешивали, 350 грамм. Обязательно все эти ингредиенты должны быть комнатной температуры. Так же, как и шоколад растопленный должен быть где-то 28 градусов Цельсия. Все это перемешиваю со дна и со стеночек посуды и перекладываю в кондитерский мешок. Шоколадный крем вкуснейший получается. И буду уже наполнять им торт. Коржи пропитываю просто молоком. Небольшое совсем количество крема я наношу на нижний корж. Делаю бортик из крема. Если у вас нет кондитерского мешка, вы можете использовать просто пакеты для заморозки продуктов. Сейчас ягодную начинку выкладываю вот так спиралью при помощи кондитерского мешка. И в промежутках отсаживаю уже пудинговую начинку. Делается это очень просто, так как эти начинки еще не застыли до холодного состояния. Я показываю первый способ сборки, и потом на последующих коржах я покажу второй способ. Я нанесла из кондитерского мешка на эту нежную начинку, но для новичков это будет тяжело очень вот так распределить крем. Сейчас на втором корже покажу, как по-другому я делаю. Также я делаю спираль из ягодной начинки, в промежутках из пудинговой начинки. Обязательно делаем окантовку из шоколадного крема. И вот смотрите, сейчас на следующий корж с его внутренней стороны я нанесла небольшое количество крема шоколадного. И это нужно в перчатках делать, чтобы вам не испачкаться. Очень аккуратно переворачиваю корж и выкладываю его на эту нежнейшую пудинговую начинку. И так все будет стабильно. И так я буду собирать сейчас все коржи. То же самое я проделаю с последующим коржом. Начинка сейчас вот эта и пудинговая, и ягодная очень хорошо зафиксируется в холодильнике, потому что она пока что комнатной температуры, но потом, когда она уже будет у вас очень холодная, она будет идеально нарезаться, и вы будете в восторге от вкуса этого торта. Коржи пропитываю молоком, ставлю в кондитерское кольцо и убираю сейчас минимум часа на 4, лучше всего убрать на ночь. Я убирала на ночь этот торт. Он у меня очень хорошо стабилизировался в холодильнике. Остаток крема я также убирала на ночь в холодильник, потом импульсами буквально за 15 секунд я разогрела его в микроволновке и полностью покрываю этим остатком крема тортик. Часть шапочки я здесь от бисквита измельчила в измельчителе и посыпаю боковины торта. И здесь внимание! Вот этот крем у меня был рассчитан полностью только на покрытие и на начинку торта. Для декора я взяла другой крем, обычный масляный крем на сгущенке шоколадный. 70 грамм сливочного масла и 70 грамм сгущенного молока с сахаром и 1 чайная ложка какао-порошка. И крем готов. Все это взбивается очень быстро. Это просто то, что для декора я использовала. Я напишу вам в описании. Нарезается обычным негорячим ножом этот торт. И смотрите, нож я просто погружаю в центр торта и также погружаю плавно его непропиливающими движениями вниз к подложке. И таким образом разрез получается идеальным. Торт вкуснейший просто. Он вот тает буквально во рту, потому что начинка очень такая получается нежная, пудинговая там. Один из самых нежных
и пропитанных шоколадных тортов, которые есть вообще в моем арсенале. Здесь ягоды можете использовать любые, но вот вишни с красной смородиной очень удачное сочетание. Можете одну вишню использовать. Малина идеально также подойдет. Смотрите, как легко и плавно он надламывается вилкой, не крошится абсолютно, все коржи прослеживаются. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.